За пределами обычного повседневного ритма жизни иногда происходят странные вещи. В Новосибирске женщина испытала на себе ярость таксиста-мигранта после замечания о месте посадки. А в Подмосковье русский мужчина вмешался в планы ценных незаменимых специалистов, которые, невзирая на правила, решили объехать пробку по обочине. Тем временем в Краснодаре вдруг и неожиданно загадочные фигуры в масках вмешались в танцевальное представление, в котором исполнители лезгинки мешали проезжающим. Обо всем об этом мы и расскажем в этом выпуске. В Новосибирске произошел возмутительный инцидент с таксистом-мигрантом, который напал на клиентку после замечания по поводу места посадки. Пострадавшая рассказала, как все происходило. От клиники «Семейный доктор» на улице Зорге клиентка вызвала такси Яндекс комфорт-класса. Вместе с ней были ее бабушка и дедушка. Прибывший автомобиль припарковался не на нужном месте, что вызвало недовольство у Анастасии. Водитель игнорировал звонки, но спустя некоторое время клиенты обнаружили автомобиль. За рулем сидел невозмутимый иностранный специалист. После того, как женщина попросила водителя удалить детское автокресло с заднего сиденья, водителю это не понравилось, и он начал яростно заталкивать кресло в багажник. Женщина спросила таксиста, почему он припарковался не там, где было указано в приложении, на что мужчина взорвался. Он начал орать матом и потребовал, чтобы пассажиры вышли из автомобиля. Испуганные пенсионеры тут же покинули машину, а Анастасия попыталась успокоить буйного мигранта. «Я сделала ему замечание, что я ему не жена, и он не у себя на родине, чтобы так себя вести. Он сказал, что я шлюха, упомянув и мать, сплошной мат и оскорбление. Я опешила, лица моих бабушки и дедушки видеть надо было. Людям по 70 лет стоит какой-то дегенерат, который им в сыновья, если не во внуки годится, и матом орет», рассказывает сибирячка. Женщина объяснила водителю, что ее муж и отец сейчас на службе, но по возвращении они обязательно поговорят с ним. Эти слова еще больше разозлили таксиста. На это он начал выражаться про нашу державу и про то, где он нас всех имел в виду. Он хватался за свой детородный орган и кричал, что нас, тут нецензурная брань, всех русских там, вспоминает женщина. Не стерпев оскорблений, Анастасия пыталась дать наглецу пощечину, однако он увернулся и ударил ее. После этого он прыгнул в машину и умчался прочь. Сибирячка сняла побои и написала заявление на Исмельчака. Женщина также обратилась к общественникам объединения «Северный человек». К нам обратилась пострадавшая в очередном конфликте с незаменимым таксистом Абдусатором. Следим за ходом событий, держим на контроле. Надеемся на четкую работу правоохранителей, адекватную реакцию агрегатора Яндекс.Го, сообщили в «Северном человеке». От соответствующих ведомств пока что не поступило никаких комментариев. Ранее было принято решение запретить мигрантам трудиться в такси и детских учреждениях Новосибирской области. Предприятиям и организациям на территории региона выделено время до марта следующего года на то, чтобы привести в соответствие с законодательством количество иностранных работников. Теперь давайте перенесемся в Москву. На дороге в Подмосковье в вечернее время автомобилисты стояли в заторах. Это явление нередкое. Однако привычный порядок нарушила группа торопящихся иностранцев, которые решили воспользоваться обочиной. Если вы думаете, что их желание обогнать пробку – это лишь попытка сэкономить время, то вы ошибаетесь. Начинается история с того, как группа иностранцев, пренебрегая правилами, решила объехать затор по обочине. Но их затея не удалась. Среди терпеливых водителей нашелся тот, кто решил вмешаться. «Ребята, у нас тут не гонки. Давайте назад в пробку, как все нормальные люди», сказал он из своего автомобиля. Ответ последовал незамедлительно. Машина нарушителей остановилась, и оттуда выбежали 3 угрожающих мужчин. Они сразу начали выяснять, кто здесь главный. «Ты чего? Думаешь, самый умный?» Один из них, особенно агрессивный, направился к водителю, явно собираясь решить вопрос по-мужски. «Живи по своим законам у себя на родине, ясно?» — ответил водитель. Похоже, наш герой был готов к таким ситуациям. Видимо, не в первый раз. Не дожидаясь, пока напряжение переросло бы в физическое противостояние, он вытащил из бардачка перцовый баллончик. Один уверенный пшик, и лидер агрессивной троицы внезапно потерял всякую уверенность. Судя по его выражению лица, он получил больше аргументов, чем рассчитывал, и тут же перешел в режим поисков воды, чтобы спасти глаза.
Оставшиеся двое, видимо, решили, что они следующие, и моментально перешли на мирный тон. Словно по волшебству, их агрессия растворилась вместе с остатками перцового газа в воздухе. Тем не менее, один из иностранцев попытался выступить в роли уличного героя и предложил схватку 1 на 1. Видимо, он полагал, что это будет достойный поединок за честь обочины. Однако наш защитник проявил благоразумие и экономию времени. Не хочешь нормально ездить, живи у себя на родине по понятиям, понял? После этих слов на обочине наступила тишина. Иностранцы вернулись в свою машину, уже отказавшись от желания обогнуть пробку по обочине, и старались слиться с общим потоком. Очевидцы происшествия, как водится, быстро включили камеры на телефонах, а их комментарии разлетелись по чатам и соцсетям. Вот молодец, мужик, побольше бы таких. А то эти на обочине всегда считают, что правило для кого-то другого, прокомментировал один из водителей. Сразу видно, что человек не первый день за рулем. Баллончик – это, конечно, аргумент, пошутил другой. Не стоит забывать, что правила дорожного движения созданы для порядка на дорогах. И пока кто-то пытается жить по своим правилам, всегда найдется тот, кто готов вернуть их к реальности, даже если для этого нужно использовать немного перцового газа. Как сообщает новостная лента, в одном из районов Москвы группа неизвестных в масках напала на сотрудника массажного салона, гражданина Таджикистана. Этот человек проходит по делу о домогательстве до своей клиентки. В чатах пишут по этому поводу: «Вот так без суда и следствия иноземцев настигает кара на улицах России. Следите за новостями. И таких случаев самосуда вы найдете в телеграм-каналах десятки». По словам Ирины, одной из активисток русской общины, все это явно свидетельствует о том, что терпение жителей России на исходе. Я была свидетелем, как на одной из заправок Краснодара завязалась потасовка с приезжими, которые прямо на дороге танцевали лезгинку. Ситуацию из своей машины также наблюдали два парня, которые стали свидетелями настоящей адаптационной лекции. Они с иронией начали комментировать происходящее. «Опа, первый ушел, опа, и второй», — произнес один из них. «Так и надо, тут лезгинка не танцуется», — добавил другой. Лезгинка на проезжей части стала уже массовым явлением нашей жизни. Эти танцоры мешают проехать и вовремя попасть туда, куда тебе срочно нужно. Тем танцующим было совершенно плевать на мнение окружающих. Поэтому русские мужчины терпеть не стали. Честно говоря, они даже танцевать не умеют. «Это все выпендришь и показуха», — добавила активистка. По ее мнению, если бы сотрудники дорожной полиции лишали бы хулиганов водительских удостоверений, а их машину ставили на штрафстоянку за перекрытие улицы, такого бы не было. В интервью глава подмосковного поселения Сосенское Кирилл Бармашев рассказал, что их давно беспокоит большой иностранный анклав. Жители вынуждены отстаивать свои права самостоятельно, создавая отряды самообороны. Засилье нелегалов из кишлаков провоцирует рост преступлений, которые часто не попадают в статистику МВД. Это оскорбления, драки и кражи. Все это вызывает накопительный негативный эффект у людей. А когда приезжие видят, что полиция не реагирует, становятся еще агрессивнее. Пиком конфликта в Сосенском стало резонансное нападение иноверцев на молодую женщину. После местные мужчины стали патрулировать улицы. Встречают одиноких девушек по вечерам у метро и провожают до дома. Для этого создали специальный чат в Telegram. Народ начинает брать на себя функции контроля, так как полиции просто не хватает и они не успевают на вызовы, добавил глава поселения. А вот депутат Госдумы Федоров заявил, что борьба с трудовыми иноземцами – это подрыв тыла страны. По словам депутата, если они не будут работать курьерами, то в курьеры пойдут рабочие с военных заводов, так как курьер получает больше. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!